Так, я вижу, что тут появилась плашка у нас, он себе разбил это на 3 задачи. И получается, что сделал нам 4 отдельных листа, написал инструкцию, как этим пользоваться. OpenAI недавно наконец-то сделали свое расширение для Excel и Google таблиц, которое позволяет официально использовать ChatGPT внутри документов для создания таблиц, для их анализа, для исправления, например, ошибок в формулах. И это прекрасно. И это работает даже на бесплатном тарифе. Давайте посмотрим, как это работает, как установить и для чего можно использовать. Меня зовут Глеб, вы на канале Толкуем. И теперь разбираемся, как же это чудо установить в наши Google таблицы. В описании под этим видео я оставлю ссылку на официальный marketplace Google, где можно устанавливать всякие расширения. И здесь вы просто нажимаете на кнопочку Install или установить, у вас будет по-русски. А теперь мы видим, что Google просит меня разрешить чату GPT доступ к моему Google аккаунту. Я у себя на телефоне это подтверждаю. И теперь нажимаю «Продолжить». Берем ответственность за это на себя. Нажимаем «Продолжить». И успех ChatGPT has been installed был успешно установлен. Теперь мы с вами заходим в наши Google таблицы на этом же аккаунте Google, для которого мы устанавливали расширение. Обновлю страницу, потому что это уже была заранее пустая созданная табличка. И мы с вами открываем пункт расширения по-русски, или примерно так это называется, либо extensions, если у вас английский интерфейс, как у меня. И у нас здесь появляется ChatGPT. Мы нажимаем вот эту кнопочку Open Sidebar или открыть сбоку, типа того будет перевод. И чудо, у нас с вами буквально появляется наш ChatGPT, чатик, которому можно вот посмотреть, какой лист у него выбран в рамках этой таблицы. И прелесть в том, что это доступно даже если у вас нет платного тарифа. То есть на тарифе Free у вас просто зарегистрирован аккаунт ChatGPT, вы заходите в таблицы и все это добро устанавливаете и используете. Итак, я хочу, чтобы у меня была удобная интерактивная таблица расходов, где я мог бы по месяцам планировать свои траты, видеть, отслеживать, сколько уже потрачено или накоплено, сколько осталось. Давайте попросим ChatGPT сделать нам эту таблицу. Вот так вот написал. Мне нужна интерактивная, удобная таблица для отслеживания моих расходов и планирования больших трат по месяцам с возможностью отслеживания того, что уже потрачено, накоплено, а что еще нет. Отправляем это чату GPT, и он пошуршал думать. Вот он рассуждает по-английски, пишет нам, что уже нашел какой-то стиль, скилл, и использует это для того, чтобы генерировать нашу с вами табличку. Так, я вижу, что тут появилась плашка у нас, он себе разбил это на 3 задачи, то есть создать трекер и структуру ядро редактируемой таблицы, потом добавить формулы, выпадающие списки, галочки, чекбоксы и логику статусов. И проверить формулы на корректность. Последним этапом он себе придумал. И вот мы видим, он вставляет сам мои руки, так сказать, в воздухе на столе, ничего не делают. Вот он, смотрите, он нам создал 4 листа сам. И, видимо, сейчас это все дело доработает, и мы его попробуем в деле. Итак, ChatGPT буквально работал целых 10 минут. Я сидел и ждал, но он все по 10 раз перепроверил. И получается, что сделал нам 4 отдельных листа, написал инструкцию, как этим пользоваться. Давайте пробежимся по каждому из листов. Сюда мы вносим расходы. Вот он тут примеры привел. Недельная закупка, фактическая закупка. Можно выбирать расход, накопление или доход. То есть, по сути, это универсальная вкладка. Можно ставить галочки, накоплено оно уже или нет. И я полагаю, давайте проверим, что это будет влиять на результаты дашборда. Получается, осталось до цели, осталось до бюджета, запомнили 18 500 610. Вот, собственно, уменьшилось. 610 тоже уменьшилось. Факт расходов у нас появился. Короче говоря, и сводка по тому,
в каком месяце, сколько мы в итоге запланировали расходов, сколько израсходовали. Короче, просто действительно удобная штука, достаточно интерактивная, не надо по 10 раз переносить из одного листа в другой. В общем, вы сами видели, крутой инструмент, можно вот для такой цели, например, использовать. Итак, я создал новую таблицу с имитацией таблички с заявками. Я попросил вот создать столбец имя, ниша, текст заявки и комментарий менеджера. И у меня есть 10 придуманных заявок с разными нишами, текстами. И давайте попробуем попросить его. Предположим, это у нас уже была табличка. У меня есть заявки. Заполни, занеси их в таблицу по нужным категориям. И мы просто из этого текстового документа эти 10 заявок вставляем и отправляем ему. Здесь я выбрал быструю модель, потому что кажется, что задача плюс-минус простая. Но он вот, видимо, когда нужно, сам может включать в себе думающий режим. И вот уже анализирует структуру этих заявок и начинает заполнять. В общем-то, вот он и все сделал. Раскидал имена, ниши, комментарии, текст заявки по полям и даже комментарий менеджера. Вот, например, перезвонить 19 июня в 16:00. Мы видим, это у нас Андрей. Например, Сара Миллер, онлайн-школа английского. Hi, I am looking for conversational English. Вот она. Для моей 14-летней дочери. В общем, заявки внеслись. Ну, здесь в целом задача вроде как простая, но я хотел показать, что для существующей таблицы уже можно это использовать и, например, просить его добавить. Просто с осторожностью и с знанием того, что в Google таблицах можно откатывать версии назад. То есть, если GPT вам что-то набедокурил, вы заходите в историю версий и видите версия 8.41, 8.38, и, например, я могу нажать, и тут ничего нет. Либо давайте мы добавим сюда вот это, а вот это удалим. Окей. Подождали, пока оно сохранилось в диск. Снова заходим в историю версий. И опа, уже есть изменения. Раз изменение. Сейчас. Угу. Ну вот, короче говоря, изменение, когда все еще было окей. Можно откатиться к этой версии, нажав на синюю кнопочку, и у вас все будет хорошо. То есть в целом глобально, если вы это используете онлайн, а не в Excel, проблем точно никаких быть не должно с этим, потому что GPT, не знаю я о том, чтобы он умел чистить вам историю версий. Итак, я нашел в интернете какую-то огромную, сложную, заполненную табличку. Это типа шаблон какого-то дашборда для расчета чего-то, для какой-то статистики. Вот, собственно, данных тут 150 строк. И я хочу попросить ChatGPT объяснить мне, в чем суть этой таблицы, и дать краткое summary по тому, что это и для чего оно нужно. Попробуем быструю модель сначала для этого. Попросил его объяснить мне, что это за таблица, для каких она целей нужна, и дать мне summary по вот этому income overview на русском языке, потому что вдруг он увидит, что вся табличка у нас на английском, решит заговорить на английском. Тут прям нормально так, реально интегрировано всего. И бинго, GPT подумал, наверное, до минутки и выдал нам ответ, что это готовый дашборд выручки и счетов, инвойсов, подключаемый к Hero, ну и через каплер его, это, видимо, какие-то сервисы, которые можно связать. Угу. Цель автоматически подтягивать данные по счетам, клиентам и продуктам, затем показывать финансовое состояние бизнеса. Лист Overview, он нам объясняет, что главный экран это для анализа, объясняет нам, для каких целей мы можем использовать этот шаблон, и дает статистику, что вот общая сумма инвойсов в домашней валюте, не знаю, что он имел в виду, 461 217, я полагаю, долларов. Из них оплачено 399 и так далее. И как вы видите, GPT вот хорошо с этим справился.
И повторюсь, прелесть в том, что это работает бесплатно, в отличие, например, от расширения Клода, которое платно работает и для браузера, и для таблицы. И это, конечно, несомненный плюс. И плюс оно просто работает лучше, чем Клод, которого я когда-то пробовал для табличек. Мне стало интересно, можно ли отправить скриншот какой-то выдуманной таблицы из интернета и попросить его создать такую же. Потому что, смотрите, в чем прикол. Давайте мы создадим новую табличку и попробуем сюда вставить ему скриншот. Да, изображение вот грузится. Сделаем мне такую же табличку. Посмотрим, что он на это ответит. Сможет ли он ее использовать для разработки таблицы. Вот, он врубился, что здесь есть диаграмма, цвета, темное оформление. Посмотрим, что он придумает. И пока ChatGPT думает над табличкой, что-то там кошеварит, хочу добавить небольшой комментарий по поводу того, что классно, если у вас есть бизнес, вы предприниматель, и у вас получилось найти рабочий инструмент, который решает какую-то вашу задачу, проблему. И вот ChatGPT в табличках может быть одним из таких инструментов. Но бывают ситуации, когда по ряду причин абсолютно разных вы можете, например, не видеть, не замечать или не знать, что какие-то из процессов, из задач, которые у вас в бизнесе есть, вы можете автоматизировать и сэкономить себе деньги, время, там, себя освободить от рутинных задач каких-то сотрудника и переключиться на что-то более приоритетное. И поскольку я помогаю малым бизнесам как раз находить такие процессы и их превращать в IT-решения в виде там автоматизации, внедрения нейросети там, где это действительно уместно и эффективно, я предлагаю вам скачать бесплатный чек-лист, ознакомиться с ним, который вам поможет диагностировать ситуацию в вашем бизнесе, понять вообще, есть ли какие-то сферы, где вы, например, упустили автоматизацию и стоит ее наверстать. Если интересно, то в описании под этим видео есть ссылка на моего телеграм-бота. Он вам этот чек-лист отправит без подписок, без обязательств. Поэтому, если интересно, то добро пожаловать в описание. Итак, вы сами все видели, я офигел. Буквально, сейчас мне даже интересно, он даже, по-моему, скопировал значение со скриншота и повторил практически идентично, наверное, не полностью, но окей. Будет ли этот дашборд нам с вами что-то показывать? Нет, непосредственно диаграмма ничего не показывает. Наполни таблицу данными, которые нужны для отображения диаграмм. Он сказал, что что-то исправлено. Возможно, я чего-то не понимаю. Давайте обновим страницу. Но диаграмма не отображается, как я вижу, ни при каких изменениях. Ради интереса я попробую тяжелую модельку сюда отправить и максимально в тупую объяснить ей, что типа смотри, я хочу, чтобы у меня строились вот такие же графики. Понятно, что нужно понимать, для чего вам это нужно, и вы это лучше сможете объяснить, если у вас конкретная цель есть. Ну, попробуем. Выбрал Heavy, тяжелую модель. Почини таблицу, чтобы на ней рисовались диаграммы. Так, тяжелая модель закончила думать. Я так понимаю, он две диаграммы зачем-то создал. Попробуем что-то попереключать. Ничего не меняется. Но, видимо, с этим ему справиться не удалось. Возможно, проблема, правда, в том, что я ему сказал, иди куда, не знаю куда, и сделай то, не знаю что. В общем, в конце концов, мы делаем вывод, что это отличный инструмент для того, чтобы работать с ним как с ассистентом в таблицах, чтобы он помогал там заполнять, исправлять какие-то ошибки. Но если мы говорим про что-то серьезное, типа финансов, табличек там с персональными данными, что-то, где есть чувствительная информация, которую можно случайно повредить или удалить, изменить,
Короче говоря, нужно перепроверять и относиться к этому с внимательностью и осторожностью. Если было полезно, то подписывайтесь, буду рад, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам было интересно, удалось ли уже попробовать. Я на канале разбираю искусственный интеллект и автоматизации без магии и показываю, как это реально можно применять для автоматизации рутины в бизнесе. Хорошего времени суток, пока!